горочка такая солидная. Но я поеду не туда, верну, наверное, налево. Сюда опять же несколько вариантов выехать. Поеду сейчас на трассу. Такая церковь с колоколом. Автобусная остановка. Но церковь интересная, здание деревянное, старинное. Ой, наверное, я не туда заехал. Разворачиваемся. И нам наверх. Это у меня защитная реакция организма. Не ехать. Че, крутим педали. Заедем. Горки нам нипочем. Только переключить скорость не удалось правильно. Разворачиваемся назад. А, елки-палки. Вот, нужно будет отрегулировать передний переключатель скоростей. Потому что иногда глючит он. Поставил тройную звездочку еще в июне. Отлично, теперь на любую горку заехать, хоть на вертикальную можно. Но вот переключатель подрегулировать немного надо, а руки все не доходят. Такие моменты на велосипедах всегда сидишь его, оттачиваешь, подгоняешь, и всегда все равно что-то не так. И вроде механизм простой, но ничего, прыщики у всех бывают. Вот заблудший. Магазинов Costco в сети здесь на острове и в помине нет. Ну вот он откуда-то приехал. Откуда взялся, сам не знаю. Вот думал я ехать по другой дороге, не по трассе. Но там сейчас туман. Снимать нечего будет. А здесь тоже красиво, по крайней мере, пока до трассы доедешь. Там дальше ничего особенного. Машины туда-сюда. Да и все. Вот. Здесь красота. Ну и побыстрее чуть будет. Вот такая пасторалька здесь. Красота. Кто-то живет. Домик с прохудившейся крышей. Но это уже постройка не действующая. Остров Уитби самый большой в заливе Пьюджет. Он вытянут в длину где-то на 90 километров, но в ширину варьирует от 2,5 до 16. Население около 70 тысяч человек, большинство которых проживают на севере, где находится военная база и самый большой город – Ок-Харбор. Условно остров можно разделить на три части – южную, по которой мы сейчас едем, центральную и северную. Они очень разные как по климату, так и по самобытности людей, населяющих их. Южная часть самая влажная и довольно лесистая. Она ближе всего к Сиэтлу, но моста на материк нет, только паром. Как пошутил один мой друг, там живут хиппи и лесбиянки пенсионного возраста, сбежавшие подальше от Сиэтла. Это, конечно, обобщение, но какая-то доля правды в этом есть. Преобладают левые взгляды и мелкое фермерство. Там есть несколько деревень, Клинтон и Лэнгли, в которых мы уже побывали.
а также Фриланд. Когда-то в начале 20 века это была социалистическая коммуна. Центральная часть засушливее и более равнинная. Там даже имеются свои прерии, что-то типа степей. Поэтому она больше пригодна для более крупных фермеров. Из городков Гринбанк и Купвилл, где есть паром на Олимпийский полуостров. Но на севере военная база со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, эта часть острова считается консервативной. Там же город Ок-Харбор, самый большой на острове. Там также находится мост, соединяющий остров с другим островом Фидальго, который в свою очередь соединен с Большой землей. Сегодня у нас юг, но по центру и северу мы еще покатаем. Еду. Дорога отличная. Машин мало. Горки достают. Но это для северо-западного Вашингтона не диковинку. Для нас тоже. Поэтому с этим я уже давно смирился. Много лет тому назад. Это даже по приколу горочки. Впереди какое-то озеро небольшое. Сейчас мы его увидим. Въезжаем в небольшую деревеньку, называется Bayview. Здесь ничего нет, полиция, пожарка. Вон там бар. И за этим зданием единственный велосипедный магазин на южной части острова. И вроде бы как все. Дальше трасса и магазин продуктовый. Встретил сейчас двух мужичков. Интересные такие дядьки, им лет уже, наверное, под 60. На велосипедах тоже. Поговорили, посоветовали, куда ехать. Вот. Выехал я на трассу. Паром там. Север там. Туман так и не рассеялся, елки-палки. Уже почти полдень. Вот, ну я еду дальше. Только выехал на трассу, пробил колесо. Блин. Ну что, буду менять. У меня есть запасная покрышка. Покрышка, камера. Я заклею сейчас дырку, если найду ее. Пусть сохнет. Поставлю новую камеру. Вот переднее колесо. Вот оно. Ну, незадача, но ничего страшного. Просто отвлечемся минут на 15, думаю, проголодался. Как раз и есть хочется. И тут на тебе причина остановиться. Вот такие вот дела. Вот такая вещь.
Не знаю, видно тут, вот. Кажется, как порез, но это не порез. Это как раз вот эта антипрокольная полоса, видать, со временем натирает. И вот что становится с резиной. Вот, блин, а. Выкинуть эту ерунду, да и все. Вот такая вот вещь. Ну, я не знаю, сейчас заклею, латку поставлю, потому что у меня есть запасная камера. Я ее поставлю сейчас, это пусть сохнет на всякий пожарный, если еще один прокол будет сегодня. А так, ну, уже никуда не годная, наверное, если так оно в длину пошло. Не знаю. Вот так. Аист какой интересный, железный. Его специально не красили, он покрылся ржавчиной. Прикольная штука. Сейчас скорость. Закрываю со старта. Едем мы сейчас вот по такой дороге. Немножечко сначала, но зато потом скорее. Жаловаться не стоит. Людей никого, машины тоже ездят здесь. Вот такой вид открывается здесь сверху.
трасса проходит. Приехал я оттуда, вон она ферма. Где-то сейчас по этой тропинке туда. Дальше вон, где деревья растут, там тропинка по трассе выходит. Где-то туда. Можно свернуть сюда. Шишечки растут. Вот сколько их. Не занесло. Ага, вот она дорожка. Сейчас на нее выйдем. И нам туда. Погнали. Ай, блин. Что у нас тут? Ветка затесалась. Вот еще озеро такое, лужа. Вон трасса. Нам туда. Ой. Тут дожди шли, потому и лужа. Выбрали солнечные деньки, решил покатать сегодня. Выехал я на трассу и решил повернуть назад, но только поеду не той же самой дорогой, а по западной части острова. Вот тут поворот. Значит, на парк Южного Буга.